Вашему вниманию предоставляется видеооперация пациента 29 лет, обратившемуся в нашу клинику 2 месяца назад с жалобами на отсутствие зрения на левом глазу и резкое снижение остроты зрения на правом глазу. В анамнезе у пациента сахарный диабет первого типа, тяжелое течение, стадия субкомпенсации. Операция выполняется по технологии микроинвазивной 25 гейдж задней закрытой витрэктомии. После удаления достаточно плотных по консистенции сгустков гемофтальма в передних и средних отделах витреальной полости переходим к щадящей пристеночной витрэктомии в заднем полюсе глаза. Прикрепление преретинальных мембран очень плотное, особенно в макулярной и парамакулярной зонах вдоль сосудистых аркад. Сами мембраны грубые, плотные и толстые. Удаление мембран начинаем с периферии, постепенно продвигаясь к центру макулы. Витреотом держим таким образом, окошком вверх или вбок, чтобы постоянно контролировать, что мы удаляем. Временами, чтобы удалить какую-то часть мембраны, нам приходится производить так называемую деламинацию мембраны с помощью витреотома, то есть бережное рассечение мембран на более мелкие фрагменты, то есть островки, с которыми мы в дальнейшем также продолжаем работать, стараясь удалить их полностью. Эпизодически возникают геморрагии из магистральных сосудов. Это места, где прикрепление мембраны достаточно плотное. Детермокоагуляцию сосудов стараемся не проводить, а останавливаем кровотечение повышением уровня потока ирригации жидкости на 20 мм ртутного столба на 2-3 минуты. Последняя зона, с которой мы работаем, удаляя мембраны, это зона над диском зрительного нерва. Здесь, как правило, всегда наблюдается плотное прикрепление мембран. После полного удаления всех мембран проводится тампонада витреальной полости перфтороорганическим соединением, таким образом добиваясь полного прилегания сетчатки . Затем проводится панретинальная лазер-коагуляция сетчатки с последующей заменой перфтороорганического соединения на воздух и в конце тампонада витреальной полости силиконом 5700 сантистокс. Сетчатка прилежит. Спасибо за внимание.